Вот такой обалденно вкусный суп с фрикадельками по-новому, если приготовил. А если вы желательно как это сделал, оставайтесь на моем канале, я все покажу. Всем приветик! Добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на мою кухню. Время готовить, и сегодня мы будем делать суп с фрикадельками. Я знаю, что у меня уже на канале есть такой суп, но сегодня я сделаю немножко по-другому. И я уверен, результат должен получиться обалденно вкусный. А чтобы время не терять, пойдем покажу, что и как я буду делать. Может быть, я вам подкину идею. Если вы такое раньше не делали, попробуйте сделать то же самое, что я с ним буду делать. А чтобы время не терять, пойдем покажу все, что я буду делать. Итак, здесь у меня картошка уже порезана, почищена. Сейчас мы порежем, как для супа, и отправим в кастрюлю. Так, картошку мы порезали, отправляем все в кастрюлю теперь. Так. А теперь залью это водой. Примерно так. Сюда для вкуса я добавляю 1 кубик куриного бульона. Накрываем и отправляем на газ вариться. Так, теперь я взял одну морковку, пропустил через терку. Возьмем одну луковицу, меленько порежем. И это мы приготовим все для зажарки. Так. Здесь я взял сковородку, наливаю туда масло. В моем случае подсолнечное постное масло или растительное масло. Так. Включаю газ. Сейчас немножко это разогреется. И мы сделаем зажарку для нашего супа. Так, масло нагрелось. Мы отправляем наш лук. И морковку. И пускай потихонечку все это жарится, а мы тем временем займемся фаршем. Здесь у меня 50 на 50 говяжий фарш и свиной по 250 грамм. Но все я делаю на глаз. Все, сюда я добавляю перец. Все делают фрикадельки по-разному. Я добавляю яйца. Одно яйцо всегда. Некоторые не добавляют яйца. Добавляю порошок чеснока для вкуса. Все вкуснее будет и для аромата. И солим. Солим по вкусу. Примерно 1 чайная ложка соли пойдет. И теперь сейчас посмотрю нашу зажарку. Пока наша зажарка там жарится, мы сейчас рукой все это перемассажируем. Вот так. Рука у меня чистая, сразу говорю. Так, фарш у меня приготовился. Сейчас я вымою руку. Смотрим, что наша зажарка делает. Очень хорошо. Конечно, от времени не забываем помешивать. Так, зажарка у меня почти что готова. Там стало уже румяниться. Дадим еще минутку, и тогда на этом зажарка будет готова. Как вы видите, уже начинает румяниться. Так, зажарка у меня готова. Теперь я включаю газ. И начнем формировать наши фрикадельки. Конечно, смочим руки вначале. Мы формируем фрикадельки и складывать на это донышко. Чтобы фрикадельки были примерно одного размера, я пользуюсь ложечкой. Вот так. И складываю на донышко.
Итак, фрикадельки я налепил, все сложил на донышко. Донышко, конечно, немножко смочил, чтобы они не пристали к донышку и чтобы мне легче было перекладывать их в кастрюлю. В то же время у нас здесь кастрюля хорошо все кипит. И теперь я отпущу фрикадельки сюда все. Так, и теперь сейчас накроем. Пускай потихонечку это кипит. Отправляем пару зернышек перца. Также отправляю лавровый лист. И пускай потихонечку туда сварится. А мы займемся приготовлением зелени. Из зелени у меня здесь укроп и кориандр. Сейчас мы это порежем, и это отправится в суп в последнюю очередь. Сейчас все это приготовим, все эти нарезки у нас будут сделаны. Так, сейчас я перенесу эту пиалочку, чтобы много места не занимало. И на этом у нас все нарезки готовые. Сейчас минут 5-10 дадим покрепить нашим фрикаделькам и заправим томатом. Итак, супец у нас здесь хорошо кипит. Посмотрите, какая прелесть. Я уже попробовал на соль, и мне надо было еще чуть добавить. Теперь я еще раз попробую, как там. Так, вкусно. Теперь повторяюсь. Мы добавили сюда куриный бульон, который сам по себе соленый. Но так как количество жидкости здесь больше, чем по пропорции куриного бульона, мы еще добавили сюда соль. Теперь на этом этапе я добавляю нашу зажарку. И немножко прополоскаем нашу сковородку, потому что вся прелесть зажарки еще остается на сковородке. О, смотрите, зажарка. Вот так. И теперь сюда я добавляю маленькую баночку томатов. Это я делал впервые. Сейчас еще прополоскаем. Я раньше так не делал, но я посмотрел одного блогера и решил попробовать сделать этим методом. Так. Перемешаем. И дадим минут 5-10 так покипеть, и на этом у нас суп будет готов. Тогда мы добавим еще зелень сюда. Итак, супец у меня готовый. Выключаем газ. Отправляем сюда нашу зеленушку. Накрываю, и минут через 10 можно накрывать на стол. Ну, вот такой суп с фрикадельками по-новому я сегодня сделал, с добавлением томатов. И скажу вам честно, получилось обалденно вкусно. Итак, сегодня с вами поделился еще одним методом приготовления супа с фрикадельками. А именно, это суп с томатом. Получилось обалденно вкусно. И я очень благодарен тому блогеру, кто поделился этим рецептом. И я с вами тоже этим рецептом все поделился. На этой аппетитной ноте прощаться. Пожелать вам самого наилучшего. Берегите себя, берегите друг друга. Всем-всем-всем крепкого здоровья. Всем-всем-всем мирного неба. Приятного аппетита и пока-пока.